Antonio Ticino presenta. Мои влюбленные в Италию! Приветствую вас на своем канале. И сегодня мы с вами приехали в городок, который находится рядом с Портофино. А называется он Рапалла. И как вы уже заметили, первое место, которое мы с вами посетим, это рынок, который проходит в четверг каждую неделю. Sì, vengo più tardi quando salgo sulla moto. Grazie. Ma non è la stessa cosa! На рынке, как вы уже поняли, можно купить все, что угодно. От шикарного кашемира, растения, постельное белье, сковородки и много красивой одежды. Рынок расположился вдоль променада на набережной. Вы его не пропустите точно. Я купила шикарное полотенце. Правда, в этой поездке оно мне пригодилось всего один раз. А выглядело оно как в лучших отелях мира за 10 евро. Влюбилась в этот коврик. Ну как мне его таскать по всей стране в течение 3 недель? Расскажу про традицию покупать кухонное полотенце в каждой стране. Здесь обошлось оно мне в 2 евро, производство Италия. Лично я категорически против фейков, копий, подделок, как хотите это называйте. Хотя фейки сейчас качество наивысшего. Но если вы очень хотите, но не можете себе этого позволить, то почему нет? Но лично я бы выбрала что-то из среднего сегмента или no name, или бренда, который неизвестен всему миру. На рынке раньше преобладали вещи итальянского производства. Еще, кстати, в этот раз я купила себе перчатки из кашемира и шерсти за 10 евро. Тут очень классный кашемир. Кстати, производство Италия. Вот такая тут жизнь. Очень хотела купить себе мужскую рубашку, набрасывать на майку, футболку. Очень стильно смотрится в расстегнутом виде. Но что-то ничего мне не запало в душу. А вообще для итальянцев рынок – это еще один повод встретиться, пообщаться. Еще купила себе вот такой уютный бельевой топ. По-моему, за 7 евро. Такой приятный он. У мамы есть изысканный кошелек из питона, не принт. Покупали за 100 евро. Тогда, правда, евро стоил 30 рублей. Еще есть ремень из питона и брюки. Это то, что вспомнила. Все покупали лет 10 назад. Все производство Италия. Сохранилось в отличном состоянии. Вот такие люди следили за тем, чтобы на побережье, на свежем воздухе, на рынке люди ходили в масках. Мне кажется, это полный бред. После шумного, но классного рынка давайте прогуляемся по пирсу и посмотрим на город со стороны. Из обязательного на следующее лето я себе записала, что я должна прокатиться на лодке. Можно на надувной с мотором, а можно на такой красивой. Мне кажется, в открытом море это будет одинаковый кайф. Ну, практически.
Хоть я и люблю рыбалку, но здесь на нее меня не тянуло, потому что было и так спокойно. Очень захотелось есть, поэтому я возвращаюсь в город. Мой единственный день на пляже, я имею в виду тюленей отдых. Сейчас вы увидите, чем это закончилось. Давайте просто понаблюдаем за людьми и насладимся этой красотой. Что-то сейчас будет. Грохочет. И идет дождь. Стою под зонтиком. Мой номер 6. Палата номер 6. Назовем это мини-версией номера. Он одноместный. Больше ничего не было в этом городе. Только за 200 тысяч рублей. Вот такая вот новиночка. Но все необходимое есть. Кстати, очень чисто. Ну, душевая отличная. Ну, вы поняли. Мне хватит. Вот она, моя маленькая гостиница рядом с таким шикарным домом. Мои грязнючие тапки. Почти 20 дней в одной обуви. Спасибо ей. Всего 2 мозоли. Здесь можете поужинать, пообедать. И вот уже набережная. Очень классное расположение. Вот гостиница. Вот центр. Все вышли на променад. Бабушки, дедушки отдыхают. А вот, кстати, пляж, на котором я сегодня загорала, он потом становится рестораном. Ну, такой, на мой взгляд, сомнительный. Вот мы идем. Все идут. Конечно, когда мы загорали, ливанул дождь. А теперь что мы видим? Все прекрасно. Вот сегодня здесь загорала. Жаль, не видно на чем. Очень классное место. 25 евро, но это после обеда. На одного. А вот парни приводят в порядок свой пляж, в котором я загорала. Завтра не знаю, на нем же буду или на другом. Ой, закрывает башня солнца.
А здесь вчера я ужинала. Классное место, Соли называется, Солнце. Вот он, единственный общественный пляж, по-моему, я вам показывала. А вот отель, в котором я хотела жить, он раньше был с хорошей оценкой. Я в нем уже жила. Здесь реально нереальный вид, но почему-то оценка сейчас понизилась. Все наряжаются. Можете вот проехать на такой штуке. Шел дождь, поэтому так немножко серо. Классная улица, кстати. Много маленьких кафешек. Вот здесь я сегодня купила просто нереальщину. Может быть, приложу фотку, если найду, что я там купила. Куча маленьких магазинчиков. Вот. Ну и ресторанов, конечно. Мороженое, собаки. Самое главное. А, дети еще. Без них никуда. Видите, сколько их? Понравилось это колечко. 12 евро. Что думаете? Любят они всякие эти штуки. Цацки. Яркие они женщины, эти итальянки. Обвешиваются всем, оденутся ярко и пьют апероль. Сыры, всякая хлебобулочная продукция, святыня и прошутто, конечно же. Вот эти, кстати, штуки очень вкусные. А вот здесь я купила себе подвеску, вернее, мне мама подарила. Окей. А вот здесь, кстати, купила себе брючки. Хороший магазин. Всего за 24 евро. Сейчас мне запретили снимать витрину. Вообще странно, снаружи можно снимать. Почему он запретил, не знаю. А этот магазин, кстати, классный. Здесь я покупаю фрукты все время. 2 раза. Все по 10-20 евро. Кстати, таких много магазинчиков здесь. Город более бюджетный, чем Портофино. Продают то же самое, даже лучше, я бы сказала. Но гораздо дешевле. Кстати, тоже неплохой магазин. Не знаю, как называется. Здесь и Армани, джинс, что-то еще. Мы когда-то здесь купили маме красивый топ и ремень. Названия нет. Ну, сейчас я вам покажу, где это. Такая арка. И прям напротив нее. Вот она, арка.
В общем, у меня поднялась температура, извините за такой голос. Вообще хочется мороженого. Кстати, вот здесь мы тоже жили как-то раз. Очень классный отель с классным видом. Может, такой полузакат закончился. Наши соотечественники, ну, по крайней мере, говорят на русском. Кто? Не знаю. Наверное, Украина. А бабули гулять идут. Ну, вот такая променадная зона. Мне кажется, она была как-то уже, что ли. Это мои ощущения. Испугался. Булочка испугалась. Просто прогуляемся. Поэтому они не толстеют, они все время ходят. Ходят они и их собаки. Ну и как всегда по набережной еще вот куча ресторанов. Так вот это выглядит. Классика. Вообще здесь нереально красиво. Мне кажется, это заметно. Вчера вот здесь на пианино мужчина играл, кстати. Фортепиано. Если я что-то не так говорю, вы мне пишите. Там еще и красиво. Ой, малышня чуть не сбила меня. Вообще очень много красивых зданий в этом городе. Но больше обращаешь на какой-то колорит. Как они... Вообще захватывает наблюдать за ними, потому что они совершенно другие. Лук дня. Утеплились. Вот все нашла. Вот такой мини-рынок. Чем еще подставить дверь, подпереть? 10 лет назад приходили каждый день в этот магазин, чтобы поздороваться с Милли. А я вам желаю отличных путешествий, до новых встреч на моем канале каждую неделю. Мы встречаемся в Италии.